Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня у нас на дворе 21 февраля 2025. И, как я и обещал, займемся сегодня передним колесом. Разбортуем, посмотрим камеру, в чем дело, и забортуем новую камеру. И так как сегодня погода, в принципе, можно сказать, весенняя, да, возможно, к обеду выйдет солнышко. Вот, я захватил с собой аккумулятор. Поставим аккумулятор, заведем мотоцикл, и если у нас все получится, то, возможно, мы дадим небольшой кружок, так скажем, начнем новый мотосезон 2025. Кстати говоря, насчет дырявой подушки. Подушка оказалась действительно порезана, и я ее такой купил, потому что я потом посмотрел упаковку. Упаковка тоже была вот так прорезана ножом. Очевидно, распаковывали когда и зацепили ножиком. Вот, я поехал в Декатлон, отдал им эту подушку, говорю, так и так, вот я такой купил. Они говорят, без проблем, идите, выбирайте себе новую подушку, какую хотите. Один из моих подписчиков порекомендовал мне, значит, более комфортную подушечку. Вот, Олег, если ты смотришь, большое тебе спасибо. Короче говоря, в этот раз я был в магазине вместе со своей женой. И как взял вот эту подушку, покрутил ее в руках, думаю, ё-моё, блин, некуда мне ее такую засунуть. Вроде даже не такая уж она большая, но... Подошли, значит, с женой к подушкам, она говорит, ну бери вот эту более комфортную, что ты? Я еще так думаю, да ё-моё, что ты это самое советуешь мне? Понимала бы что-нибудь, женщина, ну, про себя. Вот, короче, ну я ее так в руках покрутил. Не знаю, взял ту, еще покрутил. Думаю, наверное, все-таки возьму я вот эту более дешевую, и которая меньше размером. Вот, и уже хотел было, значит, взять ту. Жена мне говорит, слушай, ну вот ты вот представь, ты будешь ехать, умудохаешься 1 день, 2 дня по тяжелой дороге, значит, ляжешь в палатку и будешь лежать на неудобной подушке, там шея будет болеть, потом утром встанешь весь уставший и не будет настроения ехать дальше. Я так подумал, думаю, о, хорошая идея, правильно, соображает, а? Вот я думаю, что это самое, буду тут сейчас выкаблучиваться кого-то. Думаю, ладно, послушаю женщину. Вот, и купил вот эту подушку. Как говорил Федор Михайлович в одном из своих романов, он был подкаблучник, но подкаблучник великодушный. Я еще вот так открыл ее. Сейчас вам покажу. Так открыл, а здесь вот такой вот вентиль. Думаю, ё-моё, это что, мне еще надо с собой возить, что ли, эту самую помпу эту, чтобы ее надувать? Ну, думаю, попробую. Думаю, о, работает. Так, сейчас. Кстати, я ее еще не проверял, а то поди тоже дырявая. Вот так выглядит эта подушечка. Отличная просто. Она, конечно, вот этот полиэтилен, да, или как его назвать, ну, он более такой мягкий и не так он шумит, когда на ней лежишь. Ну и тем более здесь такое приятное покрытие. Вот. И также можно его спустить, да. Вот, ну а насчет размера, я так думаю, что я ее буду вот в таком состоянии, просто в палатку, и палатку свернуть, и все, и она не будет, в принципе, занимать много места. Хорошо, что я с женой пошел в магазин, так бы я бы ее не купил. Так, друзья, в общем, процесс я, наверное, показывать не буду, у меня, тем более, на канале есть видео, как я бортовал переднее колесо. Бортуем колесо 21 размера, вот, как-то так называется. Фу. Вот, сейчас я уже разбортовал, потом думаю, может что-то записать. Короче, я запишу такие маленькие нюансики, да. Буду применять снова вот эту свою новую американскую штуку. Посмотрим камеру так, ну и, в общем, такими отрывочками, да. Друзья, ну что сказать, я в недоумении. Вот я накачал камеру. Камера толстенная, Pirelli, я специально взял такую усиленную. Вот, давление там нормальное. Везде все посмотрел,
Вот, я предполагал, что тут вот у меня заплаточка есть старая. Думаю, может она. Сейчас даже водой здесь помочил. Ничего нет. Все идеально. Это уже вторая камера. Второй раз я разбортовываю. И так я и не выяснил. Даже если предположить, что какой-то маленький тонюсенький заусенец в покрышке, да, но он должен был бы сейчас здесь проявиться на этой камере, да. И дело все в том, что еще камера спускает в ноль. Ладно бы там большое давление, да, упало бы на 0,5, и 0,5 бы осталось дальше там. Нет, она спускает в ноль. Я выкручиваю золотник, вытаскиваю его, даже не пшикает. Атмосферное давление в камере, все. То есть полностью давление выходит. Не могу понять. Сейчас я, наверное, что сделаю? Я сейчас сниму камеру, эту покрышку с обода, возьму покрышку домой, возьму эту камеру домой, налью воды в тазик, еще раз ее просмотрю, проверю камеру, эту покрышку. Какая-то мистика. Камера одна спускала, я ее вытащил, накачал, в киллере лежит, не спускает, полгода уже. Все камеры накачал, ни одна камера не спускает. Вставляю ее туда, спускает. Значит, проблема там, в покрышке выходит. Не могу понять. Но если в покрышке заусенец, который прокалывает, втыкается в камеру, камера становится не герметичной. Она сейчас должна была показать, когда я ее вытащил. Вот эта микродырочка. По-любому. Если она в ноль спускает в покрышке, значит, она и здесь должна спустить в ноль. Ну, короче, надо все-таки проверить покрышку внимательно. Ну вот, нашел. Вот она. Причем в начале, я 2 раза камеру согнул туда-сюда, и она вот. Теперь явно видно, вот прямо вот по этому стыку. Сначала засунул ее в воду, почти не было. Один пузырек, второй, третий, очень-очень медленно выходил. Потом я так ее пошевелил, и все, и она пошла. Хорошо. Никогда не радовался, что найду проколотую камеру. Обнаружу прокол в камере. Я уже, елки, не знал, что думать. Да что такое, думаю. Это камера Pirelli. Вот. Pirelli. Ну, сделана в Китае. Но она действительно очень толстая. На всякий случай я пометил. На всякий случай посмотрим покрышку в этом районе, но видно, что вот именно вот по вот эта вот полоска, да. Итак, друзья, короче, не стал я снимать. Что там снимать? Вот поставил колесо уже, все. Колесо стоит, накачанное, все отлично. Да, вот. Еще раз хочу сказать, отдать дань вот этой вот штуке, американской разработки, да. Отличная вещь, просто. Вот, 21 колесо обычно бортуется не очень хорошо, да, но вот это Michelin у меня Michelin Anaki Adventure, переднее колесо, передняя покрышка, она очень жесткая, корт у нее такой. Вот, надеюсь, она сейчас не спускает, но я сейчас проверю давление еще раз. Зад проверил, все, 2,4, как и было, нисколько давление не упало. Перед готов, зад готов. Теперь я собираю все, ставлю аккумулятор, заводим. А, да, еще хотел сказать, значит, та камера, где вот она пропускала, Pirelli, вынес на солнце и посмотрел. И там заметил с другой стороны, не где вот она пропускала, а как бы вот параллельно, такая маленькая жамочка. И, судя по всему, как я понял, скорее всего, я монтажкой при монтаже ее зацепил, продавил, вот, но не до конца, и забортовал, и потом в другом месте я ее порвал. Поэтому я ее вытащил, то место я заклеил, да, опять ее вставил, и она вот в этом месте именно начала протравливать, где я ее не до конца, короче, пробил. Вот, поэтому я думаю, что сама камера хорошая, квалитет у нее хороший, качество хорошее, все. А именно вот я заметил там маленький такой рисунок от монтажки. Да, вот еще хотел сказать, значит, я уже там в одном видео говорил, вот подобная монтажка, да, она, конечно, классная, все для разбортовки. Разбортовывает она хорошо, но когда ее забортовывают, у нее очень длинный вот этот носик,
и такой почти прямой. И поэтому всегда он как бы зацепляет камеру, может захватить камеру, потому что ты можешь чуть дальше ее туда засунуть и зажать камеру и прижать ее вот этим носиком к ободу. Вот. У меня были монтажки раньше такие маленькие, но они у меня сейчас есть. И вот этот носик, он сделан такой остренький и очень вот так вот загнут. Вот так буквально, вот так. И получается, когда ты за обод зацепляешь, он уходит уже туда под обод и камеру не зацепляет. Поэтому вот, а так как я купил вот эту монтажку и начал ей бортовать, то все камеры я начал пробивать. Именно поэтому. Я потом уже понял причину, потому что, думаю, раньше бортовал, никогда не было проблем, а теперь забортовываю. Раз пробил, два пробил, думаю, да что за фигня такая? Все правильно делаю, аккуратно, осторожно, но нет. Именно поэтому. Тем более 21-е колесо, оно очень такое трудоемкое, там большие усилия, а когда ты давишь на монтажку, ты как бы не чувствуешь, то ли зацепилась она там носиком этим, то ли нет, тем более через такой рычаг. Вот, поэтому, вот, если у вас нет такой вот подобной штуки, да, то надо для забортовки иметь правильную монтажку, это не подходит. Вот, обратите на это внимание. И сразу два слова скажу по поводу бескамерки. Почему я не перехожу на бескамерку там и так далее. Заднее колесо я делал бескамерное, да, обклеил обод, и несколько лет я ездил. Вот, но последний раз, у меня есть видео там в поход, я в первый же день, оно начало пропускать, а я с собой даже камеру не взял запасную. Взял вот эти грибочки, думаю, если проколю, грибочком заклею и так далее. Но опыт показывает, что даже грибочки иногда не спасают, не помогают вот эти жгутики. Если там небольшой порез или там где-то боковой прокол, то все, покрышку на выброс. Вот. Тем более, если там можно обод погнуть, да, и так далее, так далее. Короче, в бескамерном варианте, да, есть плюсы, вот, но также и много минусов. Поэтому в моем варианте, да, опять же, при помощи вот этой штуки эта работа становится менее трудоемкой и, в общем-то, никаких проблем нету. Разбортовать, забортовать. В камерном варианте все-таки у тебя больше свободы, скажем так, ну, более в таких экстремальных ситуациях. У тебя немножко больше свободы. Так, ну вот, я установил аккумулятор. Все, вот он прикрутил. Сейчас поставлю вот этот бокс. Там у меня ключи, подшипнички. И попробуем запустить. Кстати говоря, насчет аккумулятора. Я сегодня проверил. Они у меня хранятся дома. Этот аккумулятор, я Touareg аккумулятор. Проверил напряжение. 13,3 вольта приблизительно, да. И тот, и другой простояли они ровно 3 месяца. Ну, плюс-минус там пару дней. 3 месяца простояли. Я их не подзаряжал. И сейчас проверил, напряжение нормальное. Я не стал, в общем-то, заряжать. Вот. И хочу сказать, что на Touareg, да, аккумулятор простоял 3 месяца и не потерял зарядки. Это говорит, а когда он установлен на мотоцикле, буквально 2 недели и все, и аккумулятор практически разряжается. Значит, сам мотоцикл тянет аккумулятор, когда стоит, да, такой саморазряд получается. Вот. Может быть, противоугонное устройство, там еще что-то там запитано, может быть, там, не знаю. Ну, поэтому надо иметь в виду, аккумулятор, значит, хороший, вполне достаточно для Touareg. Я думаю, что если вы планируете, значит, паузу более 2 недель, то лучше просто минусовую клемму скинуть. Тем более он там очень легко доступен, вот, на Африке. Вот, на Африке немножко посложнее, но тоже не так уж и страшно. Все, я сейчас заканчиваю и заводим мотоцикл. Я еще почему в волнении нахожусь? Потому что я помыл замок зажигания. Вот, посмотрим, как сейчас он включится. А то, может быть, там что-то все закисло и совсем нет контакта. Так, ключ здесь. Отлично. У меня было вот так, когда начинаю толкать ключ туда-обратно, он бывало так вот моргал. Так, запускаем.
Ну что, друзья, можете меня поздравить с началом сезона 2025. Итак, еще раз, сегодня 21 февраля 2023, 11 градусов плюс, сухо. Ну, вы все видели, поменяли камеру переднюю. Сейчас я просто прокачусь до заправки, еще раз проверю давление спереди, сзади и вернемся домой. Так, тут вот заправка. Вот и все на сегодня. Сегодня был отличный денек, все у нас получилось, даже прокатились. В общем, Афричка молодец, ждет своего звездного часа. Буквально, наверное, через все-таки пару недель, когда уже наступит действительно весенняя погода, придет весна, и мы тогда уже будем готовиться к своему мотопутешествию. Это буду заканчивать свое видео. Желаю всем мира, добра, любви.